Всем доброе утро, друзья! А у нас настал новый день, понедельник. Сегодня хочу заснять цены, поехать в магазин БИМ. Вчера воскресенье, представляете, пошел первый снег. Дети были в восторге. Сейчас вставлю кадр небольшой. Да никто там сверху не плюется? Нет, снег идет. Реально снег. Аж снег пошел. На улице. Я, интересно, поймаю? Нет. Короче, не видно. Как его зафиксировать на камере? Вы видите хоть, нет? Да, видим. Он все, он, короче, Ну, мелкий был. Туча, она ушла уже. Да, короче, снег в Турции. Все, перчатки одевайте, пойдем. В общем, за 3 года проживания здесь, в Турции, такого не было. Первый раз за 3 года мы увидели снег. Дети, правда, собрались уже лепить снеговика, но мы им объяснили, что, к сожалению, снег здесь долго не задерживается. Он сразу же по ходу шел и таял, поэтому снеговика слепить не получилось. Выпила сейчас кофеечку и поеду для вас делать обзор цен в магазине БИМ. Ну что, друзья, я пришла в магазин БИМ. Хочу сейчас рассказать, показать продукты. Все-таки в Турции они постоянно меняются по ценам, поэтому мне нужно вас, конечно же, об этом предупреждать. И мои подписчики очень любят смотреть цены, поэтому я обязательно вам о них буду сейчас рассказывать. Так, ну что, сразу прям со входа начну с хлеба, да. Сейчас стояла, наверное, 10 минут, общалась по телефону. Как я и говорила, я работаю удаленно, и даже здесь, когда пришла вроде снимать видео для вас, мне пишут, спрашивают по поводу работы, где вот я работаю. А по поводу работы вы можете посмотреть внизу в описании под видеороликом, в комментариях. Я ссылочку оставляю, переходите, смотрите. Я работаю удаленно, живя в Турции. Да, и зарабатываю деньги, деньги перечисляются через самозанятость. Вот. Ну, в общем, как-то так. Просто вот прямо сейчас стою минут 20 уже в магазине и рассказываю человеку по поводу этого. Вот. В общем, очень много людей приходит с Ютуба, поэтому говорю об этом, почему бы и нет. Если есть такая возможность давать работу людям, я эту возможность буду использовать. И давайте все-таки о главном, что же можно вообще привезти, да, из Турции сейчас, и вообще какие цены. Так, ну, смотрите. Кстати, вот сейчас вот начинается месяц Рамадан, и недавно мы в Мигросе купили такой вкусный напиток. Рамадан Шербете называется. Ой, мне очень сильно понравился. Наверное, в БИМе его нет. Вот, но потом, наверное, заеду даже в Мигрос, куплю его, потому что дети прям были в восторге. Ну, давайте начнем с хлеба, да. Хлеб 47 стоит, да, 40, вот видите, 28, смотря какой фирмы и сколько примерно грамм. Здесь вот 400, например, здесь 670, то есть хлеб отличается именно по граммовке. 40 лир, 46 лир, вот такие вот для гамбургера 44, есть как бы разные, есть, допустим, для 2 гамбургеров 26 лир, да, лира у нас сейчас очень так понизилась. Сколько там? 2,5 было. Сейчас еще раз посмотрю в интернете. Короче, еще ниже стало. 2,38. Вроде недавно только 2,45 было. То есть, если я показываю цену, то надо умножить на 2,38. Например, вот такой вот хлеб, 35 лир. И умножаем на 2,38. Так что берите калькуляторы, ставьте на стоп пока. Сходите за калькулятором. И можете спокойно уже ориентироваться по ценам. Хлеб у нас 12,50. Недавно только был 10 примерно, да, и вот, ну, как я помню, вот такой вот батон сейчас стоит 12,50. Здесь у нас идет в БИМе всегда какая-то там техника небольшая, я не буду показывать это. Давайте посмотрим соль, да, 750 грамм соли, вот, смотрите, 6 лир стоит всего лишь. Сахар, вот такой вот, такая коробочка сахара стоит 44 лиры. 5 килограммов сахара стоит 174 лиры. 2 килограмма 74. Вот такое вот. И 174 лиры 5 килограмм сахара, которого уже не осталось. Мука 2 килограмма 39 лир. Хорошая, кстати, мука, я ее покупаю. 5 килограмм. Вот такая вот 89 лир. 5 килограмм другой фирмы мука 99 лир. И 5 литров
подсолнечного масла стоит 309 лир. Кстати, вот я купила последний раз кукурузное 2 литра в Мигросе за 199 лир. Что-то как-то поднадоело мне вот это вот подсолнечное масло. Мне захотелось кукурузное. Вот 5 литров стоит 305 лир. И есть другой фирмы 299 лир. В общем-то, что еще показать? Давайте вот по этой стороне пойдем. Здесь обычно все подряд продается. И вот в таких местах можно, в принципе, я думаю, найти что-то, например, привезти в подарок. Да? Например, даже вот оливковое масло. В Биме недорогое оливковое масло. Литр 179 есть 185. Но кто как говорит, кто какой магазин любит. Например, в Биме, в Шоке и в А101 как будто бы для меня цены дешевле, чем в Мигросе. Тут же можно какой-то найти шоколад, да. Вот говорили, что шоколад дубайский. Да, конечно же, он в Турции производит его, но можно найти тоже, купить в магазине и сделать, допустим, такой привезти подарочек. Вот такие вот шоколадки есть, всякие сладости, да. Кто любит сладкое, им можно привезти сладости по 39 лир. Вот 19 лир, 28 лир. Здесь дальше вот любим мы вот такие вот всякие сладости. Вот в виде такого тоже берем к чаю. Рулакат 400 грамм 99 лир, 200 грамм 35 лир. Вот такие вот круассаны есть по 13 лир, 65 грамм. Вафельки 4 по 40 написано, 32 лиры. Вот, макароны 11 лир, то есть здесь и макароны, и нут есть, вот, пожалуйста, 2,5 килограмма нута 119 лир. Ну, я нут редко очень готовлю, поэтому я его особо не покупаю. Есть вот такой, вот, смотрите, комплектик чай Липтон и печеньки. Стоит 139 лир. Вот, а потом пасты всякие, да, можно привезти из Турции. Но, так, я говорю, здесь все прям подряд, поэтому так, здесь вот, например, соль есть, да, вот такая вот 17 лир. Дальше это соусы всякие, барбекю по ценам, вот можете посмотреть. Соусы по 45 лир, по 32 лиры. Гранатовый соус, кстати, можно вот привезти, почему нет? Мне он очень нравится, и бывает, кстати, вот знаете, в пластиковых упаковках. Я не знаю, я сейчас постоянно им пользуюсь, постоянно делаю салаты, 350 грамм, 54 лиры, например. Вот подписчица писала, что пасты здесь очень вкусные. Они покупали себе, когда приезжали сюда, и взяли банку с собой. И очень жалеют, что больше не купили. Да, действительно, паста в Турции хорошая. Есть вот, кстати, и паста из перца болгарского или красного, и есть томатная паста. Вот. Есть вот такое вот варенье. Не знаю, довезете вы, не довезете его, но тоже как вариант, да. Карадут. Это... Как она? Карадут. Блин, забыла. Тутовник, или как он называется? Шелковица, что ли. 44 лиры 380 грамм. Ну, соленья всякие можно купить на стол, да, к столу там, если нравится. Кстати, вот такая паста, в общем, купила я ее вчера детям. Потом только обычно всегда смотрела, сколько процентов орехов содержится, да, и вчера купила 5% оказалось, и на пробу тоже, знаете, невкусные. Вот я думала, что все-таки Милка, фирма хорошая, цена за 350 грамм 119. До этого даже вот в сообществе у меня можете увидеть фотографию, я выкладывала другую пасту, она намного вкуснее, там 35% орех. Я всегда как минимум беру, если 13%. Тут я просто, вот знаете, поверила, короче, на вот эту вот в этот бренд Милка и, короче, взяла. Больше никогда не буду, не нравится вообще. Давно на нее смотрела. Кстати, вот бывают вот такие вот просто арахисовые, да, пасты, кому нравится. Она у нас лежала очень долго, арахисовая, мы ее тоже как бы вот не едим. Вот, кстати, кукурузное масло есть, 5 литров 279 лир, пожалуйста, да. Не знаю, я вот слышала, что кукурузная получше, чем подсолнечная, поэтому начала покупать. Продается пекмес
Может быть, кому-то, да, нравятся вот такие вот вещи. Кстати, вот в пластиковой упаковке, пожалуйста, можно тоже привезти с собой. Вот. Что тут еще дальше? Оливки. Оливки есть разные. Да, вот у них и зеленые, и черные, это все оливки. Единственное, черные оливки, они, вот видите, в сухую. Упакованы вот так вот, то есть в сухую. У нас ведь черные оливки в водичке, да, вот, ну, как вот это вот обычно. А здесь нет такого. И все говорят, что оливки лучше покупать на рынке. Ну, наверное, я сама тоже убедилась в этом. Во-первых, это консервированное, да, туда добавляют много консервантов все-таки. Вот. И, во-вторых, это уже как бы не свежее, а на рынке можно найти свежее. Они только как бы собрали или у них где-то лежало, да, но все равно этого года именно все идет. И они засолили и начали как бы продавать это. То есть намного полезнее покупать все-таки на рынке. Макароны. Макароны есть тоже разные фирмы. Есть и за 24 500 грамм, есть и за 11 500 грамм. Как бы тоже по ценам 15, 21. То есть вот такие вот цены на макароны, друзья. Булгур. Вот смотрите, есть булгур. Короче, такой крупный. Не измельченный, килограмм 33 лиры. Вообще булгур дешевый. Булгур, а потом что еще? Красная чечевица здесь недорогая. Вот, кстати, сейчас как раз по этому ряду пройдемся. Здесь все вот это вот есть. Рис 2,5 килограмма. Смотрите, какой хороший. Рис 172 лиры. Есть за 114, тоже неплохой, крупный. 2,5 килограмма. Есть вообще за 122 лиры, тоже вот крупный, пожалуйста. Есть за 87, но он идет такой круглозерновой, такой немножко поменьше. Басмати, кстати, вот. Люблю рис басмати. Для плова обычно беру. Килограмм 62 лиры, пожалуйста. Килограммчик 72 есть. Вообще есть вот за 37 килограмм. Вот такие вот они круглые. Видите, разница какая? Здесь большие, крупные, а здесь круглые. И вот эти вот кругленькие за килограмм 37. Есть вот тоже типа басмати, длиннозерновой, но другой фирмы. И стоит 49 лир. Тоже хорошая фирма, в принципе. Тоже я брала ее, пробовала. Есть. Это что? Будай. Это что, типа пшеница или как? Овес, не знаю, что это. В общем, это знаете для чего? Вот как это что, как перловка, что ли? Или что? Похоже очень на перловку. Я вроде покупала такое как раз для супа с перловкой. И нормально она мне подошла. То есть, если поискать, то можно найти разные крупы. Булгур килограммчик стоит 23 лиры. Вот, кстати, булгур измельченный, да? Вот есть такой темный и есть светлый. И вот из светлого мы делаем кашу с молоком. Кому вот интересно, можете попробовать. Именно вот такой вот мелкий берем. Стоит он... нет, вот 23. Темный стоит 38. Темный я не пробовала, вот этот светлый мы брали. Хотя этот темный подороже. Вот. Ну, дальше. Килограмм чечевицы красной стоит, вот смотрите, 40 лир. Килограммчик. Я думаю, что это недорого. Есть зеленая чечевица, тоже, кстати, полезная. Говорят, что ее можно... Кстати, почему говорят? Я пробовала раньше, проращивала такие вещи. Стоит 59 за килограмм. Зеленая чечевица для проращивания очень хорошая, и она очень полезная. Ну и так, если готовить, кому нравится, тоже можно. Опять красная чечевица за 42 лиры. Фасоль. Килограмм белой фасоли стоит 65, 59. Килограмм нута стоит 51. И тель-шерри. Это у нас вот такой вот... В общем, это, по сути, макаронные изделия, мне кажется, ну, как бы состав такой же, да, и его, короче, добавляют в рис. Поджаривают рис и готовят таким образом их любимый вкусный рис. Кстати, вот этот тоже поджаривают. Вот эти макароны тоже стоят по 12 лир.
недорого. Вот, пожалуйста, все вот эти макароны тоже по 12 лир. А вот эти вот, допустим, красные, я их, кстати, люблю. Я покупаю обычно за 20 с чем-то макароны всегда. Они стоят 24 лиры. А здесь у нас соки. Это слово, конечно, лучше не говорить в Турции. Надо говорить мейве сую. Вот есть мейве сую литр 35, пожалуйста, да. Есть маленькие по 11, по 9 есть, по 39. Кстати, вот здесь, возможно, и я, может, найду вот этот вот напиток, хотя навряд ли, который я говорила вот для праздника Рамадан. Рамадан шербеты. Представляете, да, 3 года уже живем здесь в Турции, и я до этого не видела этого напитка в Рамадан. Хотя вот получается уже 3-й Рамадан у нас, и мы 2 года не замечали, что продают такой напиток. Ну, в общем-то, в Мигросе вы можете его найти. Я вам кадр вставлю, мы покупали его. Вот. Ну, а на канале «Кто впервые», мы 3 года назад переехали. Сначала жили в Газипаше 1,5 года, потом мы жили ну, то есть сейчас мы проживаем в Селивке больше года уже. И почему я это повторяю постоянно? Вот есть подписчица, которая мне пишет, что сделайте какой-то там видеоролик небольшой, дисклеймер, что типа вы вот как переехали, когда, с кем переехали, чтобы, говорит, все знали. Кстати, вот он, Рамадан шербеты, я его обязательно возьму. Вот он. Знаете, друзья, вот честно, вот даже повторяя в видеоролике вот эти моменты, да, то, что мы переехали 3 года назад в Турцию, умудряются люди написать: а вы почему не пишете, откуда вы? Или там: а вы почему не рассказываете вообще, в каком городе вы живете? Вот, поэтому я уж буду повторять, не обижайтесь. Я не знаю, в общем, у нас, короче, город называется Селивке, для тех, кто смотрит. И 3 года назад мы с 3 детьми переехали сюда. 1,5 года жили мы в Газипаше. И сюда мы переехали по работе. Муж работает на Аккую, я же работаю удаленно. И вот этот напиток я обязательно возьму. Стоит 22 лиры. А обязательно возьму. Вернусь за ним, пока вот пусть полежит. Знаете, тут, короче, все смешано. Каршик написано. Тут все есть. Он реально вкусный. Что? Вода 3 лиры маленькая, 1,5-7. 5 литров 23 лиры. Вот, ну и давайте тогда чаи покажу. Чаи у нас, килограмм чая цейлонского стоит 115 лир. Gold Ceylon Tea написано. Турецкие разные чаи. Кто-то вот пишет, что очень любит турецкий чай и обязательно им закупается. Некоторые даже заказывают себе. А кто-то не любит эти чаи и говорит, что это говно. Даже писали, что как будто бы это не чай, это пыль. Типа это вообще, ну, какой-то ужас. Все по-разному воспринимают. Кто-то наоборот хочет, кто-то не хочет. Короче, ладно, для всех, кто интересуется чаями, цены: килограмм 235 ризе турист чай, ризе сиях чай 119 лир, терияки 122 лиры килограмм, терияки сиях чай 184, филис сиях чай 195, сиях это черный чай, терияки сиях чай 232, это килограмм. Это вот внизу то, что вот 500 грамм стоит 67 лир. 69 лир. Бергамот лук, кстати. Вот этот вот бергамот черный чай 69 лир. И 158 килограмм стоит геленксель филисиях чай. Филисиях чай 195 килограммчик. Липтон килограммчик 236 стоит. И харман сиях чай 115. Вот. Значит, цейлонские там 169 лир. Да, вот такие цены. Варенье здесь, кстати, вот можно большое взять, килограммовое варенье. 172 лиры, 149. Подождите, нет, вот здесь вот цены, кстати, указаны вот так вот. Вот 2 килограмма 189. Это не килограммовое, это даже 2-килограммовое, оказывается. 189 лир. 209 лир вишневое варенье.
килограммовое варенье Мейвели 99 лир стоит. И мед в Турции дорогой. 460 грамм 239 лир, 460 грамм 199 лир, 300 грамм 54 лиры, есть за 75. Короче, вот такие вот цены. Мед не надо везти из Турции, не советую. Можно вот взять нутеллу. Нутелла недорогая в Турции. Пожалуйста, 630 грамм 149 лир. Умножайте на 2,36. Вот такие всякие пасты. Если даже и покупаете, выбирайте, чтобы проценты, ну, допустим, если они шоколадные, да, проценты содержания именно вот орехов, чтобы было не менее 16-13%, вот честно. Потому что остальное такое невкусное все. Можно брать вот такие вот сладости, турецкие всякие, да. Это вот хальве, халва. Есть разные. Цены тоже разные. Есть за 65 есть даже. А, нет, вот они. За 54. Вот эти вот. А это у нас эти фисташки. Фисташковая паста, представляете? Стоит 200 грамм 172. А это 65 лир. Короче, вот такие вот цены. Оливки. Банки по 199 лир, черные оливки. А вот эти вот за 79. Вот такая баночка есть. Вот, есть пекмес, опять-таки, 800 грамм 67 лир, 600 грамм вот такой вот тахин. Это арахисовая паста, что ли, или как она? Серель тахил, 600 грамм, 94 лиры написано. Вот. В общем, такие цены. Так, дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас опять вода. Я иду прям по порядку, чтобы ничего не пропустить. Воду я вам уже рассказывала. А здесь у нас чипсики. Чипсики недорогие, да, но очень вредные. Я не советую никому покупать, но иногда сами берем. Вот, например, вот такой вот подфильмец. 35 лир стоит. Есть за 22 лиры, за 27. Есть разные. Есть кукурузные, есть картофельные. Есть вот арахис соленый. Пожалуйста, 35 лир за 107 грамм. Есть вот неочищенный арахис, 500 грамм, 69 лир. Есть микс. Микс 114 лир за 200 грамм. Да, 200 грамм. Вот, по 69 лир есть вот такие вот какие-то со вкусом каким-то, видно, с чем-то. Вот, потом 150 грамм тоже карышек, то есть все вместе 65 лир. Карышим написано, смотрите. Вот, 150 грамм фисташка. Вот фисташки, кстати, можно вести спокойно. 99 лир стоит, 150 грамм. Есть фисташки 300 грамм, 200 лир. То есть это уже на ваше усмотрение. Есть вот такой вот кешью, 150 грамм. 150 грамм 84 лиры стоит. Тоже 84. Можно вот такой очищенный фундук. В общем, все, что хотите. Есть вот такие вкусняшки. Короче, вот такая, видно вам, нет? 3 вот такие вот вкусняшки с орехом стоят 89 лир. На подарок тоже, почему бы и нет. Инжир сушеный есть, 250 грамм, 119 лир. Вот, абрикосы, хурма. Хурма, это у них этот финики, 250 грамм, 89 лир. Здесь сладости, и посмотрите, какая большая банка. Это, короче, оливки с косточкой. Стоит 79 лир. Прикольно написано Ешель зейтин. Короче, вот такие вот. Кстати, мне вот с перцем внутри фаршированные такие вот нравятся. 79 лир. Можно еще как-то купить. Потом мне нравится на гриле. На гриле здесь. А вот они. Вот такая вот мне нравится на гриле оливки. Они тоже вкусные. В принципе, можно купить. Но надоедают. Я вот брала. 49 лир стоит. И сейчас уже не покупаю. Вот. Кофе можно привезти, да? Турк Кахвеси Абдулла Эфенди. Это не то. 100 грамм 45 лир стоит. Вот такой вот кофе. 65 есть. 100 грамм.
Куру Кахвесе Мехмет Эфенди. Вот, да, наверное, его даже больше покупают. 65 лир стоит за 100 грамм. Можно везти тоже. Вот. Что еще? Здесь кофе. Кофе, вот эти кофе я даже и не пробовала, не пила, поэтому не могу ничего сказать. Мы пьем Якобс. Якобс Монарх и Гранат. Вот. Ну, иногда я еще купила вот ватами кофе, его пьем, тоже вкусное. Киткат. Шоколадки 79 лир стоят. Это для чая всякие, там для детей вкусняшки. Вот такие вот конфеты есть. Смотрите. 79 лет. Но я бы не сказала, что вот такие конфеты, они прям такие вкусные. Я лично скучаю по своим конфетам, конечно. Есть вот такие конфеты, 250 грамм, 69 лир. Вот, люблю вот такие вот. Миндаль в шоколаде. Сверху белой глазурью покрыты. Конечно, стоит уже 79. Я покупала за 30 лир где-то. Тогда еще 30 лир стоило. Да, дорожает, но оно везде дорожает. Поэтому никуда от этого не деться. А здесь опять всякие сладости. И даже, знаете, есть как вот юппи. Вот такие вот есть юппи. Обычно, которые, мне кажется, во всех отелях напитки делают из вот таких вот юппи. Реально вкус юппи, кажется, да? 9 грамм 7 лир. Ну, конечно, они вам там сделают сколько угодно напитков из этого. Поэтому будьте осторожны, когда едете в отель. Много такого не пейте. Сладости. Сладостей полно, да. Если вот нам привычные брать сникерс, то он стоит небольшой такой, 14 лир. 14, 12, за 6 есть, за 17 есть. Вот. Есть вот такие рыбки, даже печеньки, как у нас, по 11 лир. Все, в принципе, есть, кому надо. Вот такие штуки я люблю. Орехи с медом. Мне нравится. 9 лир стоит. По 19, по 20 лир есть. Вот такие вот есть. Смотрите. По 22 лиры. Короче, есть вот такие вот недорогие, как будто бы вафли. По 7 лир, по 8,50. Это, пожалуйста, по 12. Коуфрек мне, кстати, нравится очень. Короче, много всего. Дети наши любят, конечно, вот такие вот. Но мы им не разрешаем, потому что, мне кажется, они очень... Во-первых, они очень дешево стоят. Они еще 50 круш стоили, когда мы сюда приезжали. Сейчас 3 лиры стоит одна штука. У меня вечно дети набирают там разноцветные. Мне кажется, они очень вредные, поэтому я не позволяю много покупать. Есть вот майонез. Майонез здесь дорогой. 400 грамм майонеза. Сколько вот у вас стоит? Например, Хайнс. Здесь вот 97 лир. Вот, смотрите, цена. Я считаю, что это вот очень дорого. Можно, конечно, какой-то там обычный майонез вот такой взять, да? 75%, если 840 грамм. 85 лир. Поменьше процентный. Вот он, кстати, невкусный. 45%. Стоит 68 лир. Лучше брать пожирнее майонез. Но зато, да. Вот сколько у вас? Примерно 840 грамм майонеза будет стоить. Хорошего. Здесь вот 85 лир. Потом можно выбрать всякие приправы. Ну, давайте я вам немножко по приправам, да, расскажу. Я беру вот этот вот кикик. Кикик. Вообще здесь в Турции его добавляют в мясо, в разные, типа, пилав вот они делают, да, как с рисом мясо. Туда добавляют, можно добавить мясо, да, то есть также они его пьют, как чай. И мы тоже начали заваривать. Тоже нам очень нравится. Вот такая вот приправка тоже можно привезти. Там от кашля, когда горло болит, для живота, для организма тоже очень полезно. Тархин. Это у нас... Вот быстро не вспомнить, что это у нас. Тархин. Забыла. Если вспомню, скажу. Так, кунжутные семечки есть в продаже. Бахарат нане, мята есть. Мята стоит по 10 лир они. 10 вот мята. Сусам 16, тархин 20. Тимьон. Это вот
тимьян или тмин, я вечно путаю, кимьон, но мы его берем. Тоже вот кимьон, кумин, красный перец 27 лир, черный перец 75 грамм. У меня вот тетя забирала черный перец. Почему? Вот они любят черный перец, и они вот, допустим, для себя закупили его. 75 грамм стоит 45 лир. Кому что нравится, да, кто на что гораздо, тот и покупает. Кетчуп под килограмм стоит 46 лир здесь. Но мы берем обычно кетчуп ВА-101, куйру-йоджу и чермес называется, то есть без консервантов. Вот, есть всякие уксусы, есть яблочные, есть виноградный уксус, пожалуйста, 23 лиры. Обычный уксус 2 литра 28 лир. И здесь вот всякие консервы, всякие для выпечки, например, сахарная пудра 250 грамм стоит 20 лир. Вот, фасоль консервированная продается 32 лиры. Горошек 830 грамм 33 лиры. Есть огурцы по 37 лир, по 44, по 34. То есть все, в принципе, есть. Вот такие 2 банки тунца по 135 грамм 97 лир. По 160 грамм 89 лир есть. Вот, пожалуйста. Бич-пакеты по 13, по 7 лир. Кому нравится. Кукурузка 69 лир, 3 банки по 200 грамм. Вот, тоже покупаем, бывает часто. И что еще показать? Сода называется в Турции карбонат. 3 пакетика по 40 грамм 11 лир. Ванилин 10 пакетиков 10 лир. Смотрите, хамур кабартма тузы. Когда я сюда приехала, я думала, что это дрожжи. Но это не дрожжи, это разрыхлитель. Дрожжи называется майя. Вот, сами падают мне в руки. Майя, дрожжи 5 по 5 штук. 1 по 11 грамм. 15 лир стоит. Вот, майя называется, запомните. Как купальник. Купальник тоже майя называется. Или майо называется купальник. Вот, детская пюрешка стоит 28 лир. Вот такая вот кашка 169 лир. Есть за 245. Это уже получается смесь. Смотрите, 196 лир, 245 лир. Вот такое вот питание детское. Вот. Пасты очень хорошие здесь. Как я и говорила, томатные пасты. Вот 830 грамм, 38 лир. Ну и на эту сторону давайте посмотрим. Мне нравятся вот эти печенья. Вот. Стоит 69 лир. Сют курабье. Я его возьму. Как раз сегодня прийти должны соседи к нам в гости к чаю. Возьму вот их. Вот. Такое есть. Печенье есть детское, 400 грамм, 61 лира. Килограмм детского печенья, 135 лир. Есть печеньки вот такие вот, 35 лир, пожалуйста, к чаю. По 29 есть к чаю. По 29, по 29, 15, пожалуйста, к чаю. 450 грамм, 53 лиры есть. Килограмм, 112. Килограмм вообще есть вот за 69 лир, пожалуйста. Да, кто как бы дорого не хочет, можете вот покупать, в принципе, вафельки по 23 лиры, по 37 лир. Я считаю, что это недорого. Вот такие вот вкусняшки к чаю по 39. Есть что-то подороже, по 72, по 58, если хотите. То есть вот такие вот цены. Вот эти, кстати, мне нравятся. 39 лир стоит, 150 грамм. Мне нравится. Вот, может быть, даже их еще дополнительно куплю. Короче, вот такие вот цены, друзья. Как вам вообще по ценам? Я туда дальше, наверное, не буду идти. Там всякая как бы шурум-бурумка продается. Кастрюльки, телевизоры, бытовуха. Пойдем лучше мы с вами в молочку и в мясной отдел. Вот. А там как раз я покажу. Смотрите, по мясу. Я здесь покупаю курицу
Но в последний раз мы зашли в отдел куриный, там продавали деревенские курицы. Мы одну курицу купили за 350 лир. Да, дороговато, она была небольшая, хватило на 2 раза, на 2 супа. Курица была жестковатая, поэтому туда я не поеду. Но я подметила еще один отдел, попозже, может быть, если я заеду, я вам покажу его обязательно здесь, в Селивке, кто проживает, кому, если интересно будет. То есть вот такие вот курицы нам что-то уже в последнее время прям не лезут. Они, в принципе, недорогие, да, вот особенно вот в таких пакетиках я, короче, напокупалась уже, их очень много мы едим, и поэтому уже не лезет, можно сказать. Поэтому решили покупать уже такое деревенское, что-то натуральное. Например, вот пиличи бонфиле, вот такой вот, да, упаковки, да, там где-то идет 596 грамм. За килограмм 210. Ну, где-то 100 с чем-то будет. В общем, вот такие цены. Крылышки подороже стоят, 199 лир. Ну, в принципе, как и филе. Есть подешевле. Допустим, вот за 79. Вот такие вот есть эти ляжки. За килограмм 79 лир. То есть ножки, например, 109 лир за килограмм. Хотя филейная часть стоит 210 лир. Вот, то есть разница здесь идет именно, какую часть вы будете брать. Вот, а если брать цельную, то не берем мы вот эту красную, мы берем или зеленую, или вот такую желтую. Но, наверное, даже зеленую мы, или желтую, сейчас посмотрю. Наверное, вот эту даже берем, желтую, скорее всего. Вот. Или вот эту. Ну, короче, красную не берем, вот побольше стараемся брать. Есть индейка. Индейку берем. Индейка стоит игара. Это такая как бы темная часть, 299 лир. А индейка грудка, светлая часть, стоит 259 лир. Вот, также здесь мясо можете купить 400 грамм. Говядины 229 лир стоит. И, например, фарш кима 209 лир за 400 грамм. Вот такие цены. Там что-то делают, поэтому покажу эту сторону, наверное, и все, буду закругляться. Можно покупать здесь в коробках молоко, да, но я повторяюсь, мы всегда молоко покупаем с холодильника, именно в баллонах, потому что они быстро портятся, значит, там меньше чего? Консервантов, правильно, друзья. Вот, можно купить йогурт большой, вот, пожалуйста, йогурты здесь совсем недорогие. Например, 3 килограмма йогурта стоит 125 лир, 2,5 килограмма 89 лир, 5 килограммов 149 лир и 1,5 килограмма стоит 66 лир, 56 лир, 57 лир. Мы обычно всегда покупаем вот такой вот, смотрите, 4% сытья и протеин тоже 4%. Вот такой вот мы обычно берем, и стоит он 66 лир. Вот. Если вам нужна сметана в Турции, то, пожалуйста, вот такой вот каймаклы йогурт, похож очень на сметану. Или же смотрите, чтобы здесь вместо 4% было побольше, например, 7%. Она будет очень похожа на сметану. Также здесь есть, конечно, каймак, да, сливки такие, 200 грамм 62 лиры. Сыры есть, очень много всего по ценам. Вот это интересно. Что это? Ой, это что? Кавурма. Ничего себе, кавурма. Это как тушенка, короче. А цены, к сожалению, нету. Вот в Биме такая вещь продается, оказывается. Вот такой вот. Сыр есть килограмм. Ничего себе. Килограмм 239 лир. Ого, смотрите, какая большая упаковка. Тоже как вариант, да? Потому что если для большой семьи, то вообще здорово. Есть сливки, да, крема. Но 15 лир это дешевые. Это растительные сливки. Они, ну, для кого-то, вот кому-то нравится, кому-то нет. Колбаски для жарки все, я хочу сказать, не такие вкусные. Дети, тем более, их не едят. Они, знаете, они, короче, во-первых, вы их сырыми не съедите, они реально сырые. Во-вторых, когда даже вы их пожарите, во-первых, они острые очень сильно. Во-вторых, вот этот жир, он, короче, прям остается вот на небе, и я бы не советовала. В общем, вот такой вот последний продукт показываю для вас. Вот это вот пастерма. И это мне очень нравится. Вот это можно есть. Дальше попросили не снимать. Там они, ну, реально делают витрину
Вот, и на этом как бы все. Беру для себя, сейчас покажу, что я куплю. Это грудка, индейка. Вот, получается, килограмм 259. Беру вот это вот воду, да, Рамазан шербеты. И так, у меня с телефоном трудно сейчас. Возьму еще пару печенек и покажу примерно, насколько это вышло. Так, смотрите, вот купила я, получается, печеньки, мясо, вот эту воду и вот такие вот печеньки. Получилось у меня на 273 лиры. Это вот цены, где указаны. Вот смотрите, курабье вот это вот на 69 лир, а шербеты, Рамазан шербеты, вот это вот на 22 лиры. Вот эта вот грудка 550 грамм вышла на 142 лиры. И вот этот вот кексики по 39 лир. В общем, получилось 279 лир. Так, ну что, друзья, на этом все. На улице как будто даже потеплело. Хотя я вот говорила вам, да, то, что очень холодно. Я даже на улицу выходить не хотела. Вот сейчас вот вышла чисто для вас заснять что-то и прикупить к чаю что-то. В общем, вот такие вот цены. Пишите свои цены, пишите свои комментарии. Всем желаю счастья, здоровья, хорошего настроения, мирного неба над головой. И всем пока!